по первым ощущениям, честно сказать, чувствуется какая-то нервозность, непонимание, что дальше, куда идти, что делать. Но первым делом нужно сразу будет положить сейчас наличные на карту. Santa calor, ¿no? Very hot. Very hot. Ah, muy calor. Very Sí. hot. Sí, señor, Speak exacto. Spanish. It's very hot. I love fucking. Okay. La buena. Начинаю я свой путь с одной из самых южно-западных точек Европы. Поселок Сан-Педро. Это примерно в 5 километрах, да даже меньше, я думаю, километрах в 3 от береговой линии. Вот там находится Африка, через 100 километров буквально. И вот там Гибралтар, который я вам сегодня покажу, когда мы будем находиться чуть ближе. Небо просто ни одного облака. Солнце жарит невменяемо. Поэтому я думаю, что защитный крем нет смысла прятать глубоко. Иначе я просто в первый же день сгорю. Hola, buenos días, señora. Perdone, si yo quiero ir en autobús, necesito comprar un ticket aquí. Sí. Ajá. Y... ¿Dónde quieres ir? Oh, no lo sé, no lo sé. Значит, здесь вот такая будка, где, если ты хочешь ехать на автобусе, тебе нужно купить билет. El autobús que sale a las 12:25 para Málaga, para aquí, Мне ¿no? мы находимся сейчас ¿Dónde estaba el вот otro, здесь. más o menos? En esta primera, la que está. Марбея это в другую сторону. Нам нужно сюда, в сторону Альгесироса. И ближайшее отправление в 12. Сейчас, ага, уже начало первого, то есть следующий 13:45. Но в любом случае мы не будем ехать на автобусе. У нас свой путь. Мы попробуем засимбиозить с местными, подарить им свою компанию и взамен получить бесплатную поездку в нужном нам направлении. Да не, шляпа на самом деле, ну, полнейшая. Че, сидишь, вот это все на тебя смотрят, едешь в комфорте, пердишь в эти кожаные сиденья из чистой настоящей алькантары. Трасса, которая проходит, которая нам нужна, она ограждена вот всякого рода заборами, отбойниками. И, ну, банально нету съездов. На данный момент присутствует 3 небольших загвоздки. Первое – это отсутствие головного убора. Второй момент основной – это то, что, мне кажется, я начинаю натирать себе пятку. Никогда не натирали эти кроссовки, и вот сейчас зачем-то это происходит. Ну и третье, потому что продолжаю идти, не могу найти машину. Ну, с этим рано или поздно разберемся. Nice one. Вот это выглядит как неплохой вариант, кстати, если здесь остановиться. Это сервис Road, и он как раз она кончается, выезд на трассу. И здесь им будет где остановиться на остановке, если что, чтобы меня подобрать. Итак, комрады, первая хорошая новость за этот день. Наконец-то произошел первый автостоп. Правда, я проехал всего 10 километров. Я вообще не ожидал просто, что он остановится. Не успел ни камеру достать, ничего.
Просто сразу дропнул назад рюкзак. Чувак ехал с ребенком, местный, говорил по-английски немного. Как я уже сказал, проехали мы всего 10 километров до Эстепоны. Привез он меня, я понял, на автобусную станцию с идеей, что здесь я могу взять билет до Гибралтара. Hola, buenos días. Una preguntita. ¿Posible ir desde aquí de Algeciras? ¿Y cuánto es? 7 euros con 5. 7 euros. Ajá. ¿Y qué hora departure? 5 y cuarto. ¿Cómo? En 5 minutos. En 5 minutos. Vale, vale. Ok. Gracias. Gracias. It will be there, yes? On this side. Thank you. Честно, мне впадлу стало проводить снова на трассе этот вечер. Я уже лучше доеду. Спокойно там разложусь, поброжу, погуляю, осмотрюсь. И с утра тогда сразу пойду на Гибралтар. Посмотрим, что там происходит. Окей. Путь. Окей. Мы куда-то приехали. Не совсем туда, куда я рассчитывал, потому что я брал билет до Альгесироса. Альгесирос за Гибралтаром. И я думал с него потом возвращаться еще. Но оказалось, я переплатил, можно было взять билет сюда, до Ла-Линея. Это городок как раз перед Гибралтаром. И вот непосредственно Самон. Вот эта гора знаменитая. Это и есть Гибралтар. Что прикольно, примечательно в Испании, здесь везде бесплатные стоят вот такие штуки, где можно Я понял. Hola, señora. Buenos días. Tal vez tiene otras duchas en esta playa, ¿no? Cerrado. Cerrada. Vale, vale, gracias. Sin agua. ¿Ah? Sin agua, sí, entiendo, gracias. В общем, сказала, не работают эти душевые, воды нету. Поэтому, блин, не знаю, я не хочу купаться, просто потом ходить весь соленый. Я-то думал, я скупнусь, сразу ополоснусь, и можно будет постирать футболку, в которой сегодня ездил. Но это меняет планы. Хз. Фу, нужно найти какой-то кабак и взять маленькое, холодное, светлое пиво. Я думаю, это будет отличной идеей. Hola, señor. Una cervecita pequeña, por favor. Я сейчас брожу по городу в поисках места для ночевки. На самом деле здесь нет как таковых парковых зон, вот только на карте есть одно место, вот этот квадрат зеленый, где, по идее, ну, какие-то есть деревья, какой-то парк, но он прям находится в центре города. Если бы была возможность, я бы лучше, конечно, выбрал
где-то на окраине. Но сейчас сходим посмотрим, если что, то я видел, ребята там вдоль пляжа раскинули палатку в таком закутку. И я думаю, если что, сможем там тоже как-то приспособиться. О боже, как ярко. Я думал, может, поспать на пляже, но там так дуло. И я решил, нужно искать место для гамака. Так что все, спокойной ночи. Увидимся уже завтра и продолжим наши приключения. Просыпаемся в таком месте. У побережья Гибралтара. Ночь была просто мега холодной, ветреной. Просто посмотрите, как трепает этот бедный гамак. Я не ожидал. Но типа вечером было ветрено, особенно на пляже, но потом как-то здесь в парке поутихло. Но ночью просто сумасшествие было какое-то. Вот так выглядит граница на Гибралтаре. Вообще это считается, ну, автономное, но подданное Великобритании государство. И без визы сюда вход запрещен. Но так как сейчас для украинцев есть льготы из-за войны, им дают пропуск на определенный период, я не помню, там до месяца, по-моему, можно находиться на территории Гибралтара. Thank you. Hola. Так, мы прошли. Но мы прошли только испанский контроль. Теперь, по идее, должен быть гибралтарский. Hello. Ukraine. You got car? Yeah. Yes, Spanish residents. Thank you. Standard citizens. Hello. Está bien. Bye-bye. Muchas gracias. Nada. Bye-bye. Как только переходишь границу, сразу попадаешь на главную улицу, ведущую к полуострову имени Винстона Черчилля. И здесь сразу чувствуется английский дух. Одной из главных таких необычных фишек Гибралтара является взлетная полоса. То есть аэропорт, который проходит прямо через дорожное полотно. И когда прилетает, либо уходит рейс, то эту главную дорогу перекрывают. И вот здесь летает самолет. Это считается одним из наиболее сложных для посадки и взлета аэродромов, потому что из-за длины. Она всего, по-моему, 1,5 километра или около того. Но сейчас никто не взлетает, и мы спокойно проходим. Excuse me, sir. Good afternoon. Can I want to pass to the beach if I go beaches? this way? But the way is that way. That goes into town, basically. So the beaches are, Straight? And yeah, I mean, to there's the more. right. There's a few beaches, but basically, exactly, straight forward to the roundabout. Not this one, but the next one. Uh-huh. And then to the right. Uh-huh. And they keep on walking. And there's Eastern Beach, and then there's Catalan Bay, and then Sandy Bay. So it's straight. Third one. Sandy Bay. Sandy Bay. Uh-huh. Okay. So first, second, and third one is the best. Is the best beach. Yeah. Uh-huh. Yeah, Okay. Oh, sorry. Yeah. How much time it takes to pass? To walk to Sandy Bay from here, Yeah. Around. 30 minutes. Okay. Okay. Perfect. Thank you Where are very you from? much. From Ukraine. Ukraine. Fantastic. And you? Local? Yeah, local.
Hope you enjoy your stay. All Yeah. the best. Same for you. Have a good day. Вечером, когда я читал немного про Гибралтар, то в Википедии было написано, что это государство занимает всего 6,5 квадратных километров. И на нем проживает порядка 35 тысяч человек. То есть плотность населения больше 5000 человек на квадратный километр, что является одним из самых вообще больших показателей в мире. Но посмотрите на эти пляжи. Why is it empty? Why all the beaches here is empty? Early morning. People stay. They're was- still it in was- bed. Is it cold? The water is cold here? To swim in? It's Mediterranean. It's okay. It's absolutely beautiful. So in midday there is much more people. Afternoon, evening. It's Uh-huh. just, and it's a weekday, so some people are at work as well. It's yeah. kind of, on Saturday and Sunday it was crowded. It was all umbrellas and parasols and towels. It was crowded. Understand. Okay. Thank you very much. But Have a it's great perfectly day. safe to swim. If you want to swim, it's lovely. Yeah, I would like to. Сходим, попробуем, как вода? Пожалуй. Грузовые судна, которые проходят через Гибралтар. Нашел здесь такое мини-поле, где пацаны играют босиком. И договорился, сейчас залечу на одну катку. I'm recording it! Dude, what the fuck? You're gonna get a stop for the back. GoPro! GoPro! Go. Glop, glop, glop! There's something wrong with it. Were you recording, bro? Run. Did you record? What are you damaged? You got a video, Craig. Don't worry. Right, boys. Imagine it's famous. Game. Isaac, better. Smiling for the camera. We're wiggly. Winner stays on, okay? Winner stays on. Winner stays. Can someone else record? I'll record. Oh, okay. Take a video. If I didn't try it, would have been a goal anyway. Maybe this can be the next famous feature. You're leaving your fucking. He's got technique. Unlucky. Oh, Kian. He's got technique there. Nice, Kian. Oh, no. That's a video as well. You've done all the hard work, come on. No, fuck you! David! Nice. Very professional, this guy. Come on. Got silk. Jason Trout. Nice. I made him 14. Nice, Kian. Change his birth certificate. Oh, I'm pretty sure it's 1-0. I'm too old for this one. Thank you. Thank you so much. Okay, mates. Take care. Thank you. Bye. It's still recording. Thank you. Bye bye. Hello. Good morning. Is there anything to see if I will go this way? Only the beach. Only the beaches. Yep, only the beaches. Yes. Uh-huh. And the entrance to the mountain from those side. The entrance to the mountain. Yeah, how can I get to the might top? have to go up to the rock. Because it has to go back to Back this way? town, and then from the town, and then you can actually walk it Uh-huh. up from the town. Uh-huh.
All right, all right. Only through up either cable cars or walking up. Uh-huh. Understand. Okay, okay, thank you very much. Good luck with your work. Bye-bye. Hello. Hello. Гибралтар – это зона, которая не входит в ЕС, поэтому здесь не действует налог на добавочную стоимость, то есть НДС. И поэтому бенз, продукты, сигареты, алкоголь, акцизный товар здесь стоит на порядок дешевле. И этим пользуются испанцы, которые живут поблизости для торговли, закупаются здесь этими же продуктами и продают у себя там с наценкой. Пользоваться по минимуму навигатором, больше спрашивать у людей, как пройти туда или сюда. Hello, miss. Excuse me. How can I pass to entrance to the mountain? Where is the entrance? This way or this? You can go that way and right to the end of town, Uh-huh. and you just keep going and going. So straight and left into the end. Thank you very much. Времени еще только 11 утра, но я по сути уже обошел половину Гибралтара, посмотрел пляжи, поиграл в футбол и вспомнил, что еще по сути не завтракал. В общем, на завтрак у меня какая-то недоваренная каша. Не знаю, или кукурузная, или пшеничная, непонятно. Тунец. Консервированный. И вот такой микс я подготовил специальный дома перед отъездом. Это оливковое масло с острым перцем пири-пири и соевым соусом в соотношении 2:1:1. Чинакс. И теперь замешиваем это прекрасное блюдо. Отвратительно. Ужасно. Как будто ешь мокрые опилки с запахом тунца. Hello. Hello. Sorry? Idiots and cameras. Idiot with camera. That's me. Thank you very much. You too. Same for you, bro. When we finish over here. We finish on this side, okay? Okay. You can walk down and see more attractions. The Great Siege Tunnels, World War II Tunnels, Moorish Castle, everything with the same tickets. Okay, okay. The cable car, 46 euros, one stop. Okay, I will look around and maybe come back to you. Okay? Okay. Thank you for information. Okay, have a nice day. Same for you. Так выглядит центральная улица. I like your hats, very authentic. Oh yes, You this look is cool. this is sorry. South Africa. From South Africa. Yes. And you are local from here? Or traveling? I'm traveling. Turn around Spain, Portugal, France. On the road. And where are you from, basically? Italy. From where? From Italy. Where is it? Sorry. Italy. Italy, I'm sorry. Yeah. Okay, nice to meet you. Have a good day. Bye-bye. Зацените подъезд.
Это подъезд, если что. Так. Мы забрались на крышу какого-то случайного дома. Здесь вот сушится белье. То есть кто-то тут все-таки живет. Вау. Зацените, какая прикольная веранда. Блин, я бы жил в таком. С некоторыми людьми спросил их, как мне дойти до подножья скалы, чтобы бесплатно подняться. Потому что здесь есть фуникулер, который тебя поднимает, но за это придется заплатить. И стоит он в одну сторону в районе 15 фунтов. И там подниматься на нем буквально 2 минуты, 2-3. Но я не хочу ничего платить. Я хочу подняться сам своими силами. Но меня пугает, что все равно придется заплатить за вход. Где-то или возле канатки, или уже выше, на входе на гору. Посмотрим. Но платить я не собираюсь. Твердо и четко. Окей, guys. Мы вышли к подножию горы. Вон место, где начинается канатная дорога и идет наверх. Я думаю, что я зайду сейчас туда и спрошу, если сколько стоит, узнаем, во-первых, подняться сейчас, и есть ли какой-то обходной путь безкоштовный для маргиналів, таких как я. В общем, ситуация следующая. Проезд на канатке в обе стороны стоит 19 фунтов. Плюс здесь есть еще... Можно купить пропуск, с помощью которого ты сможешь заходить в разные типа горные достопримечательности. Там, например, пещеры, катакомбы. И вместе с этим пропуском только подъем будет стоить 35 фунтов. А если еще брать спуск, то 40. Use the internet. Yeah, I know. It's you can pay here to go up, but Yes. In case if I don't want to pay any money, maybe it's some way like yes, the I tour. read something in internet. There is a possibility to go up without this, but I don't know. foot. Yes, but I don't know where is the access. ¿Cuánto puede ser? ¿Cómo se dice? 500 meters. Si yo ir esta dirección, puedo... Yes, sí. Ага, arriba. Gracias. Muchas gracias. Не буду от вас скрывать, последний месяц или даже полтора я провел, ведя не спортивный образ жизни, скорее наоборот, под слабоалкогольными напитками. И не будем углубляться в чем еще. Поэтому даже такой подъем левела А1, А2 для меня сейчас выдается крайне тяжелым. Это примерно середина горы. Вон там уже виднеется Африка, это Сеута. И между ближайшими точками 14 километров разделяет их. И марокканцы, к слову говоря, которые там находятся, Марокко, они этим пользуются и часто бывает отсылают шлюпки, какие-то маленькие лодочки с новорожденными, чтобы они прибились к берегам Испании. И здесь их дети остались расти.
Straight, what do you mean? Straight. Like, don't turn left when you get to the top. Just follow the road up. Ага. Окей. Alright, enjoy. Yeah, thanks. Поднялся я до какого-то уровня, но все равно даже здесь стоит будка, где чувак тебя не пускает и заставляет купить билет, который стоит столько же, сколько подъем вверх и вниз на канатке. То есть и я не смогу спуститься на канатке вот с этим билетом, только обратно пешком, тем же путем, что сейчас поднимаюсь. Бред, ебучий бред, но раз уж я дошел сюда, мне уже было лень отменять все планы. Дойдем до вершины, посмотрим на этих обезьян. Фух. Но немножко расстроился я, это не входило в мои планы. Тратить кэш. Но что поделать? ¿Hablas inglés? We don't speak Spanish. Ah. We speak English. Ah, sorry, I thought you speak Spanish. Where is the monkey? Is it far from here to reach them? There? There, this ape's den. There's two monkeys in the je sais pas cabane. The den, I don't know. It's Okay, thank you very much. I'll take a look. Ну вот он, первый экспонат. Приятного аппетита. Ладно, идем дальше. Очередь куда-то. Го посмотрим. Идем в пещеру. Забавно, забавно. Здесь, видимо, история этой пещеры. Какой-то крутой гигачат держал колонны, чтобы ничего не рухнуло. Welcome. Where are you from, guys? Thank you, Holland, Holland. Так, еще один какой-то спот. Что у нас здесь? Насосная, комната амуниции, подъемник. Короче, что-то там, что-то есть внутри. Давайте глянем. Ага. Типа насосная какая-то котельная. Извините, не буду отвлекать. Но тем не менее, посмотрите, в те времена уже были плазмы Samsung. Неплохо. Так. Чем вы занимаетесь здесь? Раскладываете колбасу? Тоже правильно. Ветер просто херачит здесь. Видно даже город, какое-то поселение вон там. В Африке. Что происходит?
Excuse me. May I ask you to become a cameraman? Yeah, yeah, for sure. I want to bathe this creature on my Just shoulder. be careful. Yeah. He wants it on his shoulder. It's already filming, I suppose. Yeah, just it's already filming. Oh, okay. Oh my god. Oh god. Окей. Get down. Можешь уходить. It's gonna. What's it got in your bag? Is that yours? Yeah, it's still fine. It's okay. You don't look at him and you're not getting it back. Oh, so tricky. Okay, thank you very much. You're the best cameraman on Gibraltar. Так, я считаю, что в принципе то, что хотел, я сделал. Обезьян мы посмотрели, покормили. Грибную пещеру тоже посмотрели. Посмотрели какие-то бункера, обошли всю гору. Посмотрели на Африку. Посмотрели на вот такие виды прикольные. Приятного аппетита тому, кто кушает. У меня сегодня на ужин такой кебаб в тарелке. Пришел на такой прикольный пляжик. Но в нем на самом деле мне главное это не его красота, а бесплатный душ, где я смогу сейчас покупаться, постирать футболочку и потом со спокойной совестью идти искать ночлег. Я иду пополнить запасы питьевой воды, которая у меня кончилась. И думаю, подбираю место для ночевки. Возможно, пойду на первый пляж, где мы сегодня были утром. И где-то там и приспособлюсь. Всем 22. Я, в принципе, проснулся уже минут 20 назад. Дольше спать невозможно, потому что уже начинают вдоль набережной ходить какие-то люди с собаками, ездить какие-то машины, вон какой-то трактор приехал на пляж. Так выглядит утро, так выглядит место, где я спал. На завтрак у нас сегодня остатки вчерашнего кебаба с щепоткой песка и вода. Muchas gracias. Luego. Итак, наше однодневное, односуточное путешествие на Гибралтар закончилось. Теперь у нас есть два варианта. Первый — это пойти на автостанцию в этом испанском городке и взять какой-то билет в сторону Португалии. Либо выйти на трассу и попытать счастья в автостопе, что я, наверное, и собираюсь сделать.